Для передачи MIDI тайм-кода по сети вы можете использовать RTP MIDI. Это бесплатная программа, которая создает внутри вашей сети сессии, через которую и происходит обмен MIDI сообщениями между устройствами. Скачать программу можно с сайта разработчика. Если вы используете macOS, то RTP MIDI уже интегрирована в вашу систему. Что версия для Windows, что для macOS выглядят и работают абсолютно одинаково. Для генерации тайм-кода я буду использовать программу Reaper на одном компьютере, на другом я буду использовать EMA2 для принятия тайм-кода. На оба компьютера нужно установить RTP MIDI. Далее объединяем компьютеры в сеть. Для этого можно использовать switch. Если вам нужно объединить в сеть только два компьютера, то вы можете просто соединить их напрямую. Также можно использовать сеть, подключенную через роутер. В этом случае вам вообще можно ее не настраивать, но об этом чуть позже. Настройка сети не представляет ничего сложного в данном примере. Я выставляю IP-адрес 192.168.0.101 на машине с EMA2 и 192.168.0.102 на машине с Reaper. Мне не нужно делить сеть на подсети, поэтому я оставляю маску по умолчанию 255.255.255.0. Тем самым мы получаем сеть класса C, где первые три октета являются адресом нашей сети и будут одинаковыми у всех подключенных устройств, поэтому маска их закрывает. А последний октет — это хосты или уникальные адреса подключенных устройств, и маска полностью их открывает. Что касается роутера, то, как я уже говорил, он может сам создавать локальную сеть. Роутер выдает подключенным устройствам IP-адреса, используя DHCP сервер. Эти IP-адреса не являются абсолютно постоянными, а арендуются устройствами на время. Узнать выданный адрес DHCP сервера можно в сведениях о сетевом подключении или же просто запустив RTP MIDI. Настроить сеть роутера, время аренды или задать IP-адреса устройства вручную можно в панели управления роутером в браузере. Заходим в панель управления, сети интернет, центр управления сетями и общим доступом, изменение параметров адаптера. Здесь мы выбираем наш сетевой адаптер или сетевую карту, к которой у нас подключена сеть. В моем случае это обычный встроенный в плату сетевой контроллер. Выбираем свойства. В появившемся окне мы выбираем IP версии 4 и выставляем статичный IP-адрес. Я выставляю IP-адрес 192.168.0.101. Далее запускаем RTP MIDI. Создаем сессию, задаем имя. Для удобства я назову сессию EMA2, так как на этом компьютере EMA2 и будет запущена. А обратите внимание, в директории будет отображаться именно Bonjour Name, поэтому имеет смысл его продублировать или вообще указать. Нажимаем Enable, видим, что наш заданный IP-адрес отображается правильно. То же самое мы делаем на втором компьютере, только указываем IP-адрес 192.168.0.102. Запускаем RTP MIDI и видим, что сессия EMA2 уже доступна в директории. Создаем сессию для второго компьютера и указываем ее имя и Bonjour Name. Также для удобства я укажу ее как Reaper. Нажимаем Enable и также видим наш IP-адрес. Теперь нам нужно сделать кое-какие настройки в Reaper. Нажимаем Options, Preference, MIDI Device и выставляем нашу сессию Reaper как MIDI Input и MIDI Output. Создаем генератор тайм-кода. Переходим в свойства источника и ставим Send MIDI. Выбираем нужный нам фреймрейт. Внизу на фейдере дорожки с тайм-кодом нажимаем Route и выставляем наш MIDI Output. Возвращаемся к компьютеру с EMA2. Также видим, что сессия Reaper уже доступна. У меня заготовлен небольшой шоу-файл для демонстрации, но нужно еще сделать пару настроек. Нажимаем на желтый кружочек, переходим в MIDI и выставляем в MIDI In нашу сессию EMA2. Далее переходим в Setup, EMA Network Configuration и проверяем, что MIDI тайм-код приходит в нужный нам слот. В моем случае это тайм-код слот 2. В принципе все готово, выбираем доступную нам сессию Reaper и нажимаем Connect. На компьютере с Reaper Connect к сессии EMA2 произошел автоматически, так как мы уже подключились к сессии Reaper. Теперь мы можем просто нажать Play и тайм-код будет отправляться по сети к EMA2. Хотел бы еще отметить, что если вы используете EMA2 Lite или Full Size, то вам нужно подключиться к сессии EMA2 on PC, тогда тайм-код будет дублироваться на вашу консоль. Вообще RTP MIDI это довольно функциональная штука. Вы можете, например, передавать сигналы подключенных аппаратных MIDI устройств участникам сессии, тем самым управлять дистанционно другими компьютерами. Или можете создать несколько сессий и разделить их между участниками, чтобы каждый из них получал лишь то, что ему нужно. Я оставлю ссылку на официальный туториал, в котором вы можете об этом почитать и более подробно ознакомиться с программой.